Ну вот мои такие комментарии. Вы видели, я вчера послал вам Да, да, всем этот я как-то, да, вот самого, это, да, я его это знал, когда учился, серьезно, мы с да? ним встречались, да. Ага. Очень хороший такой, ну, действительно, хороший, умный человек. Очень умный, да. Приятно поговорить, да. Мне вчера очень, вот я прочел эту штуку, и мне она очень понравилась. То есть это вот, понимаете, четкое созвучие вот тому, что я, так сказать, это самое. Если бы я сегодня не получил бы, в смысле, если бы я не прочел бы вчера это, я бы сегодня частично об этом поговорил бы. Он, правда, гораздо более в широком таком контексте рассматривает заповеди, когда он там пишет, что это от Руссо пошло, например, это я, честно говоря, так сказать, ну, настолько хорошо эту историю не знаю, как менялась вот эта ракурс, так сказать, а, взгляда на вот эти вещи, да. Но вот то, что он говорил именно про заповеди, это очень мне созвучно. Так, ну ладно. Тогда что я рассказываю тогда, да? Значит, вот опять я вот читал, вчера перечитывал эту главу, и опять я получил, ну, вот какое-то колоссальное, вот понимаете, м, как бы сказать, структура главы, понимаете, она удивительна просто. Ведь начинается, и вы это тоже вчера вот так одной фразой сказали, ведь начинается она совершенно просто и абсолютно мирное, так сказать, окружение, да. Итро взял жену Моисея, взял двух детей и приехал к нему. И вот они там пообщались, так сказать, поговорили, пошли там, сделали всесожжение, так сказать. Вот мирно, как будто бы ничего до этого, ну, или почти ничего не было. И да, он так, можно сказать, вскользь упоминает, что вот они получили то, что они получили, так сказать, эти египтяне. Вот. И это, понимаете, вот опять я начинаю думать, когда это читаю, понимаете, это подготовка к новой жизни на самом деле. То есть кончилось то, что было там. Вот она пошла новая жизнь. И вот это совершенно фантастическое введение как раз вот в новую жизнь. То есть вот уже настали мирные времена. Нет, впереди еще много чего есть, я понимаю, да. Но как бы вот это отсечение от предыдущего. То есть вот водораздел такой. То было, ушло. Теперь, значит, давайте работать. И следующая, значит, вот эта часть, которая касается вот этой иерархической структуры управления, как я ее называю, да, вот это ровно опять про всю ту же новую жизнь. То есть теперь мирный приезд тестя с детьми и женой, мирные советы, как перестроить структуру управления, да, вот все замечательно. Ну и потом начинается то, что вообще это одно из центральных мест в истории человечества вообще. Не только, так сказать, еврейского народа, не только, значит, Торы, а вообще всего человечества. И это вот как, значит, дальше вот это начинает развиваться. То есть вот эта вот подготовка как бы вот к этому, словом даже эпизод нельзя назвать, вот этому вот акту, и обсуждается, как это будет происходить. Ну и потом, собственно, вот я говорю, ключевая точка в развитии человечества. Эти 10 заповедей. И эти 10 заповедей, вот совершенно точно сэр Джонатан Сакс сказал, что это вот был действительно завет, это было, это не контракт вот в стиле коммерческий контракт или какой-то контракт, это вот принятие заповедей и устройство вот новой жизни.
И это действительно так. Вот я всегда говорил. И здесь я бы хотел, может быть, одной фразой выделить. Я об этом мы когда-то с вами говорили давно по поводу субботы. Суббота, вот мне кажется, именно суббота повлияла на развитие народа, вот эти запреты работать. И вот как здесь описывается, смотрите, опять же, блестящее понимание человека. Значит, не делай никакой работы. Ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец твой. То есть полное перечисление идет, потому что, понятное дело, искушение может быть очень велико, так сказать. Да, я как отец семейства посижу, так сказать, отдохну, а вот ребята пойдут все-таки доделают то, чего надо доделать, понимаете? Вот это полный запрет. Ну, а полный запрет, и понятно дальше, так сказать, что дальше это вот, как бы сказать, на интеллектуальное развитие направлено. И вот это, и вот это как раз, мне кажется, объединило народ вот в своем развитии, понимаете? В поступательном движении, вот, может быть, правильное это слово, да. Ну вот, собственно, все, я больше здесь ничего не могу сказать. Если бы не вчерашний вот этот текст сэра Джонатана Сакса, то я бы это самое, как раз на эту тему немного больше поговорил бы, но текст меня абсолютно восхитил, потому что он гораздо более шире, чем я думал. Он историю еще хорошо привел туда. Да. Дело в том, что мы сегодня, наверное, не избежим статьи Джонатана Сакса, раввина Джонатана Сакса. Мы не избежим, потому что там очень важная мысль, которую я ни у одного комментатора больше не вычитывал. И, собственно говоря, это не столько исследование текста, сколько желание вычленить суть происходящего в этой Да, главе. И да, Сакс да. очень хорошо ее охватывает. Мне нравится очень простая иллюстрация, которую он приводит, о том, что вкратце мы все равно перескажем, потому что те, кто нас слушает, Да, не они могли могли не читать, читать эту конечно, статью. да. Джонатан Сакс говорит о том, что в цивилизованном мире, в сегодняшнем мире чаще всего мы употребляем термин, потому что во времена начала, это еще даже не просвещение, Руссо – это предвестник просвещения, но рождение гуманистических наук – это действительно Жан-Жак Руссо. Гаргатюа, Пантагрюэль и много других более концептуальных книг. Там вводится новый термин для этого времени, для просвещенного времени, потому что была очень резкая реакция на религию, очень негативная реакция на религию, поэтому завет, слово «завет», Жан-Жак Руссо, завет, меняет на общественный договор. Вот он его нивелирует до общественного договора. А Раби Джонатан Сакс подчеркивает о том, что да, в современном мире общественный договор действительно играет огромную роль, когда дело касается государства. Мы договариваемся, что мы теряем, я имею в виду граждане, теряют часть своих там прав и привилегий, отдает их государству. Государство за это защищает и наводит порядок, распределяет благо и так далее. Или в коммерции, когда несколько участников высказывают свое мнение, и ищется компромисс, в котором каждое мнение было бы учтено, и вот это и называется общественный договор. Джонатан Сакс говорит, что нет. Это одна из форм, причем она между людьми. А вот между Всевышним и человечеством, или в данном случае пока что народом Израиля на горе Синай, он говорит, никакого общественного договора быть не может, потому что не столько польза, нельзя с пользой поклоняться Всевышнему. И Всевышний не может на пользу рассчитывать, которую ему принесет человечество. У него нет пользы, он есть все.
он всеобъемлющий. Поэтому договор между Богом и человеком – это не общественный договор. Это то, что после Руссо исчезло немножечко как термин. Этот термин перестали употреблять. Но это завет. Вот Раф Сакс делает разницу между заветом и общественным договором. И это огромная разница. И он приводит самую простую иллюстрацию. Это как создание семьи. Да, действительно, два молодых человека влюбляются не потому, что это полезно, чаще всего, конечно, они просто влюбляются и решают, принимают решение, естественно, это быть семьей. А у нас с вами в самом начале в Брешит написано: и прилепится муж к жене своей, и будут басарахат, плоть одна. То есть вот это единство. Именно на это опирается Джонатан Сакс. Он говорит, что общественный договор – это я и ты. Ну, на самом деле, это я и вы. Мне не очень, я люблю Бубера, поэтому книжечку «Я и ты» я бы не трогал, это особая статья. Да, Но вот это... я и мы, да, это правда общественный договор. Я и вы, вернее. Джонатан Сакс, раввин, говорит, что тут ключевое, в завете ключевое слово «мы». Вот как только мы приняли Тору, как только мы стали Ам-Субула, избранный народ для того, чтобы эту Тору потом нести в течение всей своей истории, вот в этот момент мы становимся единством, о котором мы говорим мы. У нас одни и те же задачи, и каждый, как говорит Джонатан Сакс, каждый по разин, то есть один сам по себе, эту задачу выполнить не может. Потому что если Всевышний не станет говорить с людьми, как они получат Тору, а если люди не будут исполнять Тору, то какие же отношения у него с Всевышним, если исполнение Торы является его волей. В общем, вот такая сложная концепция, но иллюстрация «семья» как декларация «мы вместе» – это совершенно другое качество договора, нежели кто будет выносить мусор, как будут распределяться деньги в семье, кто будет заниматься детьми и так далее. Это уже договор внутри семьи, как общественный договор. Но решение «мы вместе» – это концепция, это завет. Завет, И да. он тому употребляет выражение «это клятва верности». Потому что Всевышний говорит: если вы будете исполнять, я буду с вами. А мы говорим: все, что ты скажешь, делаем. Это клятва верности. И наказывает Всевышний нас все время, чаще всего за отступление. Если мы, не дай Бог, как вот это было во времена первого храма, не дай Бог, мы отпадали от Бога и поклонялись другим, в этот момент шли войны, в этот момент шли эпидемии, было наказание и так далее. И так далее. Ладно, это вот то, что мы о Саксе, да. Да, и я как раз хотел сказать здесь, что вот именно все эти вещи, это вот отступление, это когда народ начинает раздираться противоречиями и фрагментируется. Вот и все. И тогда, ну, понятное дело, что тогда можно легко-то, ну, во всяком случае, напасть, наехать там и так далее. Конечно, Да. конечно. Почему Джонатан Сакс так привязан к термину «завет»? В самом конце своей проповеди он говорит, своей статьи проповеди, он говорит о том, что как только возникает опасность раздора, развала, нужно возвращаться к завету. Нужно возвращаться к тому, что нас объединяет, несмотря на очень большую непохожесть. Да, у нас противоречия в отношениях, ну, предположим, это народ Израиля в том числе, или какой-нибудь другой народ, или государство разваливается, или еще что-то такое, или семья распадается. Он говорит, вот как только доходит до этого, все должны откатиться, то есть вот мысленно вернуться к завету. И на основании не пользы, а завета
продолжать отношения. И он говорит, что да, это единственный способ сохранить разваливающийся организм. Вот если мы условно в кавычках посмотрим организм. Очень хорошая статья, и мы, правда, не можем сегодня ее обойти, потому что для нас, меня толкнуло на очень большие размышления. Я долго сидел и размышлял, где, как можно применить вот ту разницу, которую увидел и показал очень мудрый раввин. Это Здесь, дорогого стоит. Спасибо здесь ему вы большое. знаете, Ребе, это вообще говоря, это спасибо Марку Сиротинскому, который, значит, вот он мне ее прислал, я просто в полный восторг пришел, когда это читал, действительно, потому что у меня очень много созвучных мыслей было, понимаете, но поскольку я это немножко изучал, и даже это не столько с точки зрения Руссо, а с точки зрения Дэвида Юма, который, значит, как раз вот эту идею государства, он обосновывал вот этой замечательным своим примером трагедии общины, и что когда есть, ну, давайте я вам в двух словах просто скажу эту историю. Значит, если есть, условно говоря, пастбище, где можно пасти 100 коров, допустим, да, и 100 семей в деревне живет. Каждая семья может выпустить на пастбище одну корову, и будет все хорошо. Но если будет больше коров, то пастбище начинает деградировать, ну, они как бы там разрушают там слой, и через какое-то время просто тогда уже ни для кого корма не будет. Но в этой ситуации, вот он пишет как раз Юм, что рациональный какой-то человек может сказать, что если я пошлю 2 коровы, от плюс одной коровы ничего не будет. А я зато выиграю, да? Но так могут думать все и пришлют туда там 200 коров. И тут так к пастбищу придет конец. И вот на этом он обосновывает, для чего нужны вот эта центральная власть, которая будет регулировать эти вещи. Ну, а дальше там на эту тему много чего написано. Вот. И вот здесь как раз это не та центральная власть. Вот я как раз это он замечательно вот написал, Раби Сакс, что это не центральная власть, это именно завет. Вот, да, вот, и это как раз власть, не основанная просто на наказании. Это прежде всего власть Всевышнего, основанная на единении народа и принятии вот этих вещей. Наказание это уже потом, когда, так сказать, надо, ну, нашлепать, как говорится, непослушное дитя, да, вот в таком контексте. А вот, но это не... И больше того, в заповедях перечисляются наказания некоторые, там, вот за несоблюдение субботы, допустим, да, но при этом все-таки это заповеди, это на единении, на принятии этих, значит, 10 условий, как бы, правильной жизни, и на том, что все единым образом будут это выполнять. Вот, то есть это не вот это не структура центральная власть там и подданные, а именно вот единение. И, кстати, вот этот общественный договор или там по Юму, так сказать, государство, как образуется, они все-таки основаны на, условно говоря, наказании, да, вот для чего это делается, чтобы вот этих фрирайдеров наказывать. Заповеди это прежде всего единение, не наказание. Наказание это, ну, вот для тех, кто там себя не очень аккуратно поведет, так сказать, но это так. В общем-то, это не это центральное. А центральное все-таки то, что вот сплотить народ. И не наказаниями народ здесь сплачивается. Вот это я как раз и думал об этом. Есть, да, есть две мысли на эту тему. Первая из них, почему надо было вывести народ из Египта, освободить от рабства. Мы с вами уже говорили об этом, чтобы еврейский народ принял Бога и Тору добровольно, а не по принуждению. Да, Добровольно. Потому что добровольный вход в завет обеспечивает
автоматическое, осознанное, добровольное. Ну, нет, это неправда, автоматически, потому что мы время от времени нарушаем, но осознанное, добровольное выполнение этих условий, как с этими 100 коровами, по завету, не по общественному договору даже, а по завету, предположим, зная, что они, эти 100 семей, это постоянно живущие и имеющие отношения между собой, так сказать, семейство, хозяйство, они добровольно, они просто никто из них не нарушает. От одну корову положено, одну и приводит, не думая о наказании или поощрении, а думая о том завете, который их Да, объединяет. да, Да, именно так. и на эту тему очень хорошая, просто как иллюстрация, конечно, к тому, что вы сказали, есть одна хорошая касситская баечка, притча о том, что один раввин встретил на улице ему давно известного контрабандиста. Ага. Да, и он говорит: ну, привет, как дела? Тот говорит: да ничего, нормально, как всегда, царское, это было еще 19 век, царское правительство за мной гоняется, а я удачно делаю свой бизнес, проскакиваю между патрулями. На что Рэбби обернулся к своему ученику и говорит: вот посмотри, как мудро все устроено. Целая целое войско борется с этим человеком, и он нарушает законы этого государства, и оно ничего не может с ним сделать. У нас нет ни одного полицейского, и все соблюдают закон. А Вот какая разница, прелесть, да, вот разница завета и общественного договора. У нас ни одного полицейского, и все соблюдают закон. какая прелесть. Это здорово, действительно. Да. Хорошая притча. И вот просто в конце поговорим немножечко о субботе. Я и ты, и мы уже поговорили. Немножечко о субботе. Нам легко понять, нелегко понять, как это было дано и как это было мудро и понято вот с этой точки зрения. И еще ко всему, помимо того, что мы говорим, суббота – это остров, что это святое время, выделенное из. Но нам, как людям 21 века, понятно, например, так сказать, физиология и человека, и животных, и всего мира. Мы недавно только говорили о том, что и Земля должна отдыхать в субботу каждый 7-й год. Не только живое существо, но и то, что дает этому живому существу пропитание, земля как источник жизни, как источник пропитания человека, тоже должна отдыхать. Но если мы с вами посмотрим физиологию человека, мы увидим, что мы с вами какое-то количество часов в дню, мы бодрствуем, бегаем с большей и меньшей степенью эффективности, и потом нам всем нужен сон. Что происходит во сне, психологи говорят. Ничего особенного. Во сне наводится порядок. Во сне человек систематизирует те случайные источники новой информации, они сравниваются с предыдущими во сне, выкладываются, так сказать, находят свою нишу в памяти и занимают свое место. То есть, когда мы хорошо выспались, мы утром просыпаемся. Почему говорят, утро вечера мудренее? То есть утром мы просыпаемся, и то, что еще вечером нас пугало или оставляло вот состояние такого подвешенного состояния, прошу прощения за тавтологию, но мы не видели выхода, не знали, то утром как-то все становится гораздо спокойнее. Ничего не поменялось. Поменялось что-то внутри нашего сознания. Так вот, подобная реакция происходит и с каждым 7-м днем. Если мы с вами правильно его используем, то в этот момент дела, то есть то, что занимает наши мысли, наши чувства, занимает нас постоянно в течение 6 дней, дела откладываются. И это то, что мы самое начало, когда только начинаем преподавать субботу, мы говорим, что суббота еще ко всему, это как раз и есть найти правильную полочку и хранить там то, что случилось с тобой на прошлой неделе. Суббота для того, чтобы ты увидел, что не от
тебя зависит этот мир. Не ты причина успехов, не ты причина того, что что-то растет, что ты видишь, как ты не существуешь в бизнесе. Ты живешь, но в бизнесе не существуешь. Ты не возделываешь, ты не кормишь, ты ничего не делаешь. А оно, то есть все, что тебя вокруг окружает, оно действует, работает и продолжает существовать. И если тебя вообще не будет, ничего не изменится. Для тебя изменится, для мира вокруг тебя нет. Потому что ты не хозяин, и ты это видишь. Вот в субботу это абсолютно очевидно, как мир живет без твоего вмешательства. Но, Но да-да-да. извините, но это вот ровно вы сейчас то сказали, на чем я, так сказать, акцентировал, что это как раз для того, чтобы мысли привести в порядок. Потому что вот я могу себе представить вот эти, там 3000 лет тому назад, как это происходило, особенно в рабстве. Кто смотрел, так сказать, там надо ему отдыхать, нет, иди делай и все. И это могли бы сделать это в любое время, да? А тут вот как раз, что физическим трудом заниматься нельзя. Вот нельзя заниматься значит, физическим трудом, и что из этого выходит? Вот то, что ровно вы сказали, вот это структурирование информации и своего места в этом мире, да? Ну вот оно, вот это и есть, я говорю, это вот, возможно, это вот принятие этого завета, этой заповеди, как раз это самое, и народ начало поднимать вот с тех времен вот надо всеми, понимаете? Ну, потом, да, приняли там, многие народы приняли, значит, я вот не знаю, как в буддизме, кстати, есть у них такой отдыхательный день? Ну, там скорее труд не воспринимается. Труд является частью жизни, которую он живет. Ага. Он Не, я живет просто это вот эту независимо от того, религию, чем занимается, да. ага, Нет, субботы нет. эту религию не знаю, да. Но я вот честно скажу, что я, значит, в субботу вот стараюсь, да, не работать, но вот я все время говорю, что распространение знаний — это вещь, значит, правильная, и поэтому если вот, ну, это действительно экстраординарные случаи бывают, когда нужно, допустим, лекцию прочесть, и вот всех тех слушателей, кто они, ну, не могут просто в другие дни, но вот тогда я соглашаюсь, но это, я говорю, это такие экстраординарные. Но здесь я говорю, вот насмерть стоять, что нет, я не буду читать лекцию, я в субботу, нет, такого у меня не бывает, например. Но это вот именно проблема, вот, как бы сказать, не тяжелого вот такого физического труда, который, так сказать, блокирует все остальное. А здесь как раз наоборот, вот дать людям знания, по-моему, мне кажется, это вполне, как я иногда говорю, что это вполне кошерная вещь. Даже в субботу. Я имею в виду в Да. субботу. Учить не запрещается, это да. И это то, что вы сказали, что суббота повлияла на историю еврейского Развитие народа, на народа, да. развитие еврейского народа, в том числе вот в такой форме. Время, время структурирования своей жизни, соотнесения вот с той иерархией, которую мы понимаем, что вверху стоит он, потом потихонечку наши усилия в той или иной степени и так далее, и так далее. И каждая неделечка занимает успехи или неуспехи, занимает свою полочку. И после этого в воскресенье, то есть Йом Ришон, мы с вами выходим с другим ощущением. Вот ничего не поменялось, Да, поменялось что-то в нашем сознании, и мы говорим «Шавуатов». Вот теперь хорошая неделя. да. Каждый раз Видишь? желаем, Да, 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 да. Шавуатов. Вот. Но относительно субботы, я очень люблю вспоминать, когда мы только начинаем говорить о субботе, я очень люблю вспоминать, что люди, как правило, употребляют половину заповеди в разговорах, А, только половину а заповеди. именно? Говорят, что нельзя работать в субботу. А заповедь звучит: 6 дней работай, а в А, субботу нет. да, да, То есть, да, это если написано, ведь мы же запоминаем, мы заповедь вычленяем, как только есть вот пожелание или императив. Абсолютно
точный императив. 6 дней работай. Это приказ, это мицва. И если ты нарушил эту мицву, ты 6 дней не работал, то зачем тебе шаббат? Да, зачем тебе шубы? Да, это абсолютно точно. Да, Вот, конечно. поэтому, да, Но поэтому я, честно говоря, над этим даже не задумывался, потому что 6 дней я все время работаю. ну, это понятно, это понятно. Вот. Другое дело то, что, конечно, у нас были перекосы и в ту, и в другую сторону бывают перекосы. У нас были перекосы, мы знаем их по Эзре и Нехемии, когда мы вернулись из Вавилонского плена. Нехемия поставил левитов на ворота и приказал им по субботам запирать двери, и торговцы стояли возле ворот, пока он их не отучил. То есть каждую субботу ворота запирались. Значит, торговцы приходили в город и торговали. Кто покупал? Ну, естественно, не сами же торговцы. Вот, поэтому было такое, что есть фразы такие: да что вы вопиете, что вы причитаете, когда же закончится суббота, чтобы мы открыли лавки наши. Вот Мгм. перекос. Вот перекос, когда человек 6 дней работает, и в 7-й ему от жадности хочется Да, тоже поработать, тем более, что все свободны, вот и я бы этим воспользовался, у меня были... Но это уже не завет, как мы возвращаемся в самое начало, это уже общественный договор, не работать. А это можно нарушать, не нарушать. Если ты знаешь, что это завет, если ты знаешь, что у тебя на основе этого не работания, а на основе субботы у тебя завет с Всевышним, ты не будешь его нарушать. конечно, конечно. Тут ради Никто... да, ради тех денег, которые там можно в этот день заработать, и то понятно, что случайно, если весь народ соблюдает, то, конечно, так сказать, вот именно как завет никто нарушать не будет. Но вместе с тем тоже понятно, что дураков всегда хватает, так сказать, к сожалению. И в Вот. ту, и в другую сторону. Да, и в ту, и в другую сторону, конечно, да-да-да. Да. Это самое, такое тоже наблюдать можно, так сказать, да. Хорошо, но я хотел бы тогда на сегодня подвести итоги и высказать нашему третьему собеседнику, раввину Джонатану Саксу, главному раввину Англии, Англия, да. то, что называется United Synagogue, там и консервативная, и неоортодоксы, и просто ортодоксы собраны. То есть это А где такой... она находится, ребят? United Synagogue это сеть синагог, вот как бывают Не, либеральные а вот синагоги. главная синагога Англии где находится? Я не знаю, главная синагога, я был в нескольких. Они все Ага, называются United, то есть понятно. объединение, да, объединенные синагоги Англии. Так что спасибо Раввину Джонатану Саксу Да, за вот спасибо, тот действительно. простор идей, который возникает Да, да, на его слова. да, спасибо, действительно. Хорошо, и Я вам был. спасибо большое за И, ва- сегодняшнюю и беседу. вам, Ребе, спасибо большое. Ну, тогда до следующей недели. До следующей недели. Всего самого доброго.